Прошел ровно год, как мы установили счетчик для замера электроэнергии, которая тратится на электромобиль. И сегодня мы проведем подсчет, сколько мы сэкономили на топливе по факту. Ну, там еще прибавим, скорее всего, налоги и еще сопутствующие какие-то вещи. Год назад на момент первой зарядки на электромобиле было 1053 километра. Сейчас 16 061 километр. Значит, мы проехали 15 тысяч за год. Сегодня у нас 18 апреля. Это если по китайскому времени. Так, на 2 часа мы уменьшаем 17 апреля еще. Так, теперь посмотрим, что у нас покажет счетчик. Так, мы намотали 3281 киловатт за год. Ну, пойдем теперь считать. Забыл отметить, заряжались мы только дома. Было пару раз, один раз в Туркестане зарядились на обратный путь, и в Ташкенте тоже зарядились. Больше нигде не заряжались, только от этой станции. В этом году подняли цены на ГСМ и на электричество, но считать экономию мы будем по ценам прошлого года. А по новым ценам расскажем в конце этого видео. Сравнивать мы будем электромобиль Weltmeister EX5Z с автомобилем ДВС Hyundai Tucson, так как этот автомобиль более подходит по цене и характеристикам. Также мы покажем нашу экономию, которая сложилась после замены нашего последнего автомобиля Chrysler 300S на электромобиль Weltmeister EX5Z. Расход мы показываем у Hyundai Tucson 11 литров на 100 километров. 15 тысяч пройдено. Стоимость 173 тенге за литр. Это 92 бензин. И итого сумма затрат у нас $623. По бензину АИ-95, значит, у нас затраты $745 при цене 207 тенге за литр. Так как мы в свой автомобиль Chrysler 300S заливали в основном 92 бензин, будем экономию считать на 92 бензине. Итого у нас затраты за год сложились бы $963. По налогу на транспорт. На Hyundai Tucson в 2022 году заплатили бы $27.70. За Chrysler заплатили бы около $108. По замене масла мы взяли цену за литр около 5000 тенге. И замен 2 раза в год, так как 15 тысяч прошли. Я думаю, что большинство автолюбителей поменяли бы 2 раза в год масло при таком пробеге. Ну и плюс масляный фильтр и воздушный фильтр. Итого где-то 25 тысяч тенге на замену. У кого там плюс-минус, мы так взяли по среднему, скажем, тарифу. В общем, 50 тысяч тенге на замену масла и фильтров. У Chrysler бы это составило около 90 тысяч. Я взял последнюю свою замену, примерно такие цены у нас были. Итого затраты получается у нас $109 Hyundai Tucson и $196 Chrysler 300S. По затратам на электроэнергию. Средний расход за год у нас получился 21,88 киловатт на 100 километров. При цене 15 тенге 13 тиын за 1 киловатт годовые расходы на электроэнергию у нас составили $108. По транспортному налогу. Электромобили в Республике Казахстан не платят данный налог, поэтому мы написали 0. А по замене масла я поменял в этом году 2,5 литра залил, $26 у меня вышло за это примерно. Итого экономия за год. Hyundai Tucson АИ-92 $625, АИ-95 $747. Chrysler. На Chrysler мы сэкономили $1133 за год. Это только получается на замене масла и на топливе.
Думаю, что в соседних государствах, таких как Кыргызстан, Узбекистан, эти цифры можно спокойно умножать на 2. Теперь о повышении цен. В этом году у нас установили потолок предельных цен на бензин АИ-92 до 205 тенге за литр подняли. В Чимкенте сейчас данный бензин стоит 198 тенге. По сравнению с нашим подсчетом он поднялся на 25 тенге. Электричество же в свою очередь у нас поднялось на 2 тенге 83 тиын. Разница в экономии небольшая, но все же она есть.